Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. Мы с вами находимся около нашего объекта. С вами, как всегда, Александр Сударев. И давайте в этом видео, которое записывается 26 июля, посмотрим, какие события, какие работы происходят и выполняются в этот день. Мы с вами стоим около забора, за который находится территория ПКТБ. Видим с вами то, что силами сотрудников Технополиса Москва был установлен баннер, на котором рассказывается о том, чем занимается наше предприятие. Конечно, здесь информация достаточно, скажем так, поверхностная, да? События, которые происходят за стенами здания, они еще более глобальней. Вот. Но, тем не менее, мы с вами уже можем наблюдать соответствие внешнего вида рендера, который когда-то мы вам демонстрировали, и на фоне него уже стоит законченное практически здание, что, конечно же, не может не радовать. Ну и давайте сейчас зайдем на территорию. Уже даже отсюда начинает виднеться благоустройство. Это тоже очень важная работа, которая нам необходима для того, чтобы сдать объект государственной комиссии. Помимо забора уже смонтированы входные группы. Мы с вами видим, да, что все это уже подключено, оно работает. Будут карты доступа, система СКУД. Соответственно, лишние визитеры, которые здесь не могут находиться, просто так попасть на территорию не смогут. Зайдя же на территорию, мы с вами видим уже асфальт финальный. Он полностью выполнен во всех, практически, во всех местах нашей площадки. Мы с вами видим зарядные станции для электроавтомобилей, любой другой электротехники. Там же дальше еще зайдем до них, стоят зарядные станции для легкой техники. Тоже очень такая душетрепещущая тема. Это зеленые насаждения, деревья, которые были нами посажены. Они прижились. Сейчас мы видим, что все это достаточно неплохо выглядит и с каждым днем набирает все лучший и лучший вид. Мы с вами видим то, что смонтированы ворота въездных групп. Там подведена необходимая проводка и, соответственно, будут устанавливаться дальше системы автоматизации. Также мы видим то, что там, где недавно работали с бордюрным камнем, с асфальтом, да, восстанавливается плодородный слой. Сейчас все это разравнивается и тоже уже начинает приобретать законченный вид. В целом, можно сказать, что территория, конечно, преобразилась до неузнаваемости. Уже сейчас начинают появляться зоны отдыха, и в дальнейшем это все будет выглядеть еще лучше. Пойдемте с вами посмотрим еще на один очень интересный экспонат. Даже отсюда можно уже обратить внимание, что впереди БТР наш, БТР-80, который был переделан на систему последовательного гибрида, то есть на каждое колесо свой электромотор, дизель-генератор, который заряжает батареи аккумуляторные. Этот вид транспорта встал на свое дежурство и теперь привлекает достаточно серьезно внимание, потому что многие ребята, которые работают здесь, уже сделали соответствующие фотографии при езде, при проезде к нашей территории со стороны дороги. Также всех он интересует, обращают внимание. Кто-то даже через забор с ним фотографируется, поэтому, скажем, вот такой экспонат теперь с нами здесь живет, водруженный на свое законное место. Только что, вот если мы посмотрим туда, стоит фура. Значит, поступило новое оборудование, поступили станки. Разгрузку, как это выглядело, мы вам продемонстрируем. Я думаю, кадры подставят. Это было тоже только что.
мы с вами также можем наблюдать то, что здесь располагается плитка, которая необходима для людей с ограниченными возможностями, да, для того, чтобы тоже безопасно передвигаться по территории. Она будет сейчас врезана в свои законные места. Вот. Ну и заходя внутрь здания, мы с вами видим, опять же, входную группу. Она ждет своего монтажа. Радиаторы отопления уже функционируют в полном роде. Установлены турникеты, которые также уже полностью функциональны. И даже установлены очень такие хорошие и полезные изделия, пурифайеры. Необходимы они для того, чтобы все сотрудники могли избежать постоянного заказа бутылированной воды. Да? Здесь уже стоят необходимые фильтры, ионизация, все, что нужно. Можно воспользоваться наливом воды комнатной температуры, холодной, или даже горячей заварить себе чайку, кофейку. Выставочное пространство тоже сейчас закрыто. Оно будет сейчас облагораживаться, туда встанет соответствующая мебель. Создаются рабочие места, то есть здесь уже выполнены кабинеты, в которых работают сотрудники на постоянной основе. То есть наш кафетерий, да, судя по табличке, тоже ждет своего звездного часа, но так как это, опять же, не первая необходимость, он все еще ждет своего часа. Созданы технические помещения, опять же, системы СКУДа. Степень отделки АБК крайне высока. Можно тоже обратить внимание на то, что устанавливаются сантехнические все необходимые элементы, то есть все это функционирует. Туда, я думаю, с вами заходить не будем. Это уже работает в штатном режиме все. Давайте проедем на другие этажи, тоже продемонстрируем, как это все выглядит. Есть, конечно, ряд нюансов, которые нужно поправлять. Да, мы с вами видим то, что вот при монтаже не было достаточного количества в наличии выключателей, поэтому временно поставили другой, но это, как говорится, не проблема, очень быстро поправляется. Лифты уже выглядят так, как они и задуманы. Транспортировочные, эксплуатационные вот эти все защитные элементы с них демонтированы. Сейчас их приводят в уже красивый, скажем так, вид, выполняется уборка. В целом мы можем с вами заметить то, что в АБК уже достаточно чисто, отсутствуют какие-то строительные материалы складированные и так далее. Вот третий этаж. Третий этаж тоже выглядит достаточно хорошо. Закончен потолок, смонтированы все необходимые инженерные коммуникации. Здесь у нас тоже рабочие кабинеты созданы. Сейчас узнаем. Понятно, он закрыт. Возможно, вернемся к нему позже. Там кабинет, тут кабинет, уже тоже сотрудники сидят аккуратно. Здесь тоже все у нас функционирует. Давайте вот сюда зайдем. Тоже не зайдем, но мы это сделаем чуть позже. Переговорные. Можете наблюдать, что здесь уже складировано, собирается мебель. Мебель, которая собирается, она сейчас разносится по уже кабинетам, там, где она начинает эксплуатироваться. За этой дверью у нас располагаются конструктора. Тоже рабочее место создается, то есть основа уже выполнена. Дальше наполнение. Тоже выполняются, опять же, да, сантехнические помещения. То есть, по сути, все для того, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу. Тоже можно вот зайти, открытый кабинет, еще пока не заселен, но уже готов к этому процессу. Тоже здесь уже начинает расставляться мебель. Установлены специальные системы управления климатом. Степень готовности АБК крайне высока. Ну а теперь давайте мы с вами перейдем на производственную часть. Возможно, мы еще сделаем такие добавочные кадры, да, в
тех помещениях, куда не смогли все-таки зайти. Но в целом пойдемте на производство. Тоже обратите внимание, пурифайеры располагаются по всему зданию, в том месте, где сотрудники, ну, скажем так, могли бы ими пользоваться. В данном кабинете располагается оборудование, которое позволяет нам осуществить прототипирование наших изделий, контроллеров, плат управления и так далее, так далее, так далее. Сейчас готовится помещение к монтажу и пусконаладочным работам большой линии по СМД. Соответственно, данная установка позволяет заниматься именно изготовлением опытных образцов, что тоже немаловажно. Теперь мы с вами переместились на производственный участок. Это первый этаж. Обратите внимание, что также здесь выполняется пылеудаление, очистка от лишних строительных материалов. И тот временный склад, который здесь достаточно долго занимал большую часть пространства, уже был перевезен на склад, как бы это странно ни звучало. При этом, почему это важно? Во-первых, конечно же, пыль для того, чтобы начать осуществлять свою деятельность, да, запланированную. И второе, это нам необходимо место для установки нового оборудования. Вы помните станки, фрезер, токарные комплексы, ЧПУ. А вот сегодня мы получили вот как раз-таки вот этот станочек, да. Он уже встает на свое законное место, тоже выставляется в нужном помещении, да, и будут проведены пусконаладочные работы, он будет готов к работе. Давайте мы с вами, наверное, сходим в ту сторону. Нет, прошу прощения, давайте зайдем сюда. Сейчас мы с вами перемещаемся в помещение, в котором ранее стояла, да, сборочная линия. Нормально. Не обращайте на нас внимания. Вот здесь стояла. Был сборочный участок по двигателям, да, чуть-чуть пойдемте сюда, чтобы ребятам не мешаться. Вот, и сейчас это все было демонтировано и перевезено, точнее, начата перевозка на третий этаж. Мы туда тоже с вами сходим. Сейчас же здесь ведется полным ходом подготовка к выставке форуму «Армия-2024». Вот мы с вами видим то, что проходят испытания двигателей, выполняются сварочные работы по квадрокоптеру тяжелого класса, которого мы назвали «Мотылек». Вот, ну, давайте не будем мешаться. В том числе выполняются испытания авиационного двигателя, подбираются оптимальные режимы работы двигателя, а также оптимальные углы атаки винта. Кстати, тоже, да? Очень интересно все это выглядит. Помещение, в котором ранее располагались конструктора, сейчас перепрофилировано, там тоже выполняются работы. Сейчас установлены 3D принтера, потому что, скажем, опять же, то помещение, где они были установлены ранее, было временным. Оно не позволяло полностью раскрыть весь потенциал аддитивных технологий. Но здесь уже достаточно места, и можно укомплектоваться, опять же, всем необходимым оборудованием, осуществить складирование материалов и так далее. Лазерное оборудование работает. Давайте мы с вами пройдем в ту сторону. Вот эти вот машинки, на первый взгляд, которые, ну, казалось бы, не очень важны в жизни предприятия, на самом деле являются неотъемлемой ее частью, и подобная техника как раз-таки позволяет поддерживать все предприятие в чистоте и осуществлять создание прибавочного продукта. Потому что без чистоты в помещениях создавать любую продукцию категорически невозможно. Давайте зайдем сюда. Здесь мы с вами видим, тоже работы выполняются. Вот там стоят машины, можно будет под съемочку потом кинуть. Стоят машины, тоже поломоечные, новые. Эти машины были завезены для того, чтобы сейчас их транспортировали на третий этаж производственной части здания, и уже за каждым отдельным участком закрепляется своя машина, свой сотрудник, который будет поддерживать чистоту. Это позволит нам выпускать качественную продукцию с хорошим товарным видом. Кстати, вот здесь
сейчас стоят элементы нашего сборочного цеха, да, то есть линия по сборке общепромышленных двигателей. Она сейчас будет также подниматься на лифтах. Склад открыт. Частично что-то, возможно, будет еще разукомплектовываться для того, чтобы комфортно это все поднять. И мы с вами дошли до хладоцентра. Хладоцентр выглядит достаточно серьезно. Здесь уже были произведены опрессовочные работы. Ну, дальше, я думаю, потом кадры вам подставим, да? То есть, что это значит? Все эти изделия были опрессованы, соответственно, были проверены на утечки, которые отсутствуют, были подписаны соответствующие акты с соответствующими росписями. И это говорит о том, что уже в ближайшее время можно будет, скажем так, подавать все это дело на комиссию. С чем всех и поздравляю. Здесь мы с вами видим другие инженерные коммуникации, их мы уже вам ранее показывали, но сейчас это максимально законченный вид. Все это функционирует, соответственно. На сегодняшний момент в здании за этой стеной расположены за этой стеной трансформаторы, подано напряжение 10 тысяч вольт. И все это было проверено, подписаны соответствующие документы. Мы готовимся к переключению электропитания самого здания с временной схемы на уже постоянную, осуществленную через этот ввод, который уже осуществлен. Тоже с этим я могу нас поздравить. Это достаточно важный этап в жизни нашего проекта. Чуть не забыли самая важная часть, это же пункт приема пищи. Здесь тоже мы видим с вами монтаж сантехники. Там уже тоже не менее важные сантехнические помещения тоже смонтированы. Заходим в сам пункт. Здесь все сформировано для удобного и приятного времяпрепровождения. Есть чайники, микроволновые печи, кухонная утварь вся необходимая, столы, стулья. Также стоит Purifier, которым уже все активно пользуются. Ну, то есть, скажем так, стараемся создать определенного рода уют. Стоят холодильники, один с морозильной камерой, двое без. Здесь еще, конечно, будут происходить некоторые работы. И вот как раз-таки то, про что мы говорили. Вот эти вот бутыли теперь нам уже не нужны. Благодаря тому, что есть пурифайеры, и в то же время это возможно благодаря тому, что у нас достаточно хорошая водоподготовка, которая позволяет нам в целом отказываться от подобных решений и пользоваться качественной водой. Торжественный момент. Мы с вами помещаемся в лифт. Едем на 3-й этаж производственной части. Давайте, торжественный момент. Поехали. Двери закрываются. Лифты достаточно вместительные. До 33 человек. Если будет много, можно включить вентилятор, чтобы не было душно. Выходим с вами уже на нужном нам этаже. И что мы здесь с вами наблюдаем? Строительные материалы. Все-таки аккуратней. Здесь уже, конечно, работы идут полным ходом. Еще не все завершено, не все убрано, да, но тем не менее это все то, что сейчас вот монтируется, выполняется. Там выполняется монтаж электрических коммуникаций, монтаж вентиляционных коммуникаций уже тоже практически завершен, можно сказать, завершен. То есть необходимо устранить определенные нюансы. Вот уже заложены кирпичом стены, да, это были наши камеры на лестничных маршах. Теперь это выглядит несколько иначе. Уже есть разного рода конструкции. Мы с вами можем наблюдать вот здесь помещения достаточно большие, они уже светлые, установлено освещение, установлено резервное освещение, оно вынесено в отдельный контур.
Пространство достаточно большое, эхо, я думаю, тоже слышно. Что приятно, мы с вами идем уже по плитке, которая также смонтирована, то есть напольное покрытие готово. Здесь мы уже видим завершающую часть отделки. Также формируется помещение под принятие оборудования. Как раз сюда будет переезжать наша сборочная линия по двигателям. Здесь у нас закрыто для того, чтобы сохранить чистоту. Вот обратите внимание, если через стекло посмотреть, то что эти помещения уже готовы к эксплуатации, они обеспылены, отмыты. Все необходимые коммуникации тоже подведены. И таких помещений с каждым днем становится все больше и больше. Также можно отметить, что количество настенной живописи, если можно так назвать, тоже уменьшается по мере того, как завершается выполнение работ. Здесь вот создаются такие временные склады. Это часть оборудования, которая стояла раньше в помещении, где располагались наши конструктора. Теперь же они будут заниматься здесь вот в специально отведенном помещении своими делами с железом, да, и, соответственно, будет отдельное помещение, где они работают за компьютерами, ну, то есть офисная часть. Вот можно проходить к каждому помещению, подходить. Эта сторона, она, в принципе, вся уже достаточно высокую степень готовности имеет. Здесь тоже все хорошо. Не могу не отметить, что это помещение объемное, просторное. Оно может принять серьезные сборочные линии, да и не только на самом деле сборочные. В прошлых наших видеороликах, по-моему, мы показывали это помещение полностью заставленное элементами вентиляционных наших коммуникаций, это вот системы трубопровода и так далее, и так далее. Поэтому сейчас все это отсюда убрано. Видим то, что плитка также смонтирована, подключено отопление, остаются некоторые штрихи и уборка. Вот как раз-таки в том числе и для этого необходимы те полномочные машины, которые мы вам демонстрировали ранее. Они будут закреплены, как я уже говорил, за своими помещениями, и здесь будет идеальная чистота. В проходах это будут большие автоматизированные машины, на которых можно сидеть, рулить и ехать. По цехам, конечно, уже будут более компактные решения для того, чтобы комфортно можно было маневрировать между оборудованием. Аккуратно. Переступай. Возможно, это свежая плитка. Тоже обратите внимание, цех не меньше размером. Производственные мощности здесь, конечно, очень серьезные. Вот здесь мы видим, такелажные работы производились, да? Отделочные продолжаются. Точно так же помещения готовятся к тому, чтобы уже начать в них работать. Вот они, элементы нашей сборочной линии к общепромышленным двигателям. Одна полномочная машина уже находится на своем законном месте. Здесь мы видим тоже элементы, инструменты, я бы даже сказал, наших уборщиц, которые приводят все это в достойный вид. Поэтому вот, работа выглядит сейчас таким образом. Я предлагаю сходить все-таки в заднюю часть здания, складскую, как мы ее называем, и посмотреть на инженерные коммуникации вблизи. Ну вот в этих помещениях вот эти монструозные конструкции ранее стояли просто вот как-то, да, в транспортировочной упаковке, и никогда и никак человеку неосведомленному невозможно было бы подумать о том, что это такое. А это вот целые линии оборудования, которые уже тоже обвязаны. Это фильтрующие станции, да, то есть мы видим то, что в этих коробах, так называемых, стоят соответствующие установки, которые позволят нам не только выполнять наши задачи, которые возложены на ПКТБ и его команду, но и также комфортно проводить здесь время, потому что степень чистоты помещений будет крайне высока. Там располагаются фаркамеры, рекуперация, выброс лишнего тепла и так далее, и так далее. То есть изоляция систем тоже видна. Ну, то есть действительно остаются последние штрихи. Конечно, здесь еще предстоит тоже немало работы и по уборке, и по очистке, и до расподключению. Но в целом мы с вами видим то, что титанический объем работы уже подходит к своему логическому завершению. Сейчас мы с вами переместились на заднюю часть нашего земельного участка. За ним находятся другие земельные участки. Но это уже, конечно, дачный кооператив. И для того, чтобы им не мешать, здесь возведен забор. Ограждающая конструкция, которая
полностью изолирует шумозагрязняющий эффект от нашей жизнедеятельности. То же самое смонтировано и вокруг наших сухих градилин, которых там 4 штуки. Они будут поддерживать нужную температуру в нашем здании. Сделано все достаточно на высоком уровне. Заборы монструозные, фундаменты очень надежные, поэтому в любую непогоду данные конструкции будут нас защищать и охранять. И не только нас, но и наших соседей. Поэтому работать нам здесь будет комфортно, эффективно и правильно, с соблюдением всех необходимых норм и требований, предоставляемых нам законом. Да. Мы с вами видим то, что уже идет восстановление плодородного слоя, завезена земля, соответственно, все это сейчас будет выравниваться, будет засеян газон, и выглядеть все это будет отлично и замечательно. При этом хотелось бы отметить, что строительные работы в целом, да, но на площадке, они заканчиваются. И землеройные работы подходят к своему логическому завершению, и пыльные какие-то работы. То есть остается вот последний оплот, который напоминает нам, что наш участок — это все-таки еще не завершенный объект строительства, строительный городок и все такое. И тем не менее, все склады сокращаются, все это уходит, поэтому было принято решение отмыть наше здание. То есть все ограждающие конструкции были специально обученными людьми вымыты, обеспылены, весь строительный мусор с них убран, были покрашены фасады нашего здания, и теперь это уже, конечно, начинает обретать очень серьезный и, не побоюсь этого слова, красивый вид. Поэтому поздравляю всех вас с тем, что мы находимся на том этапе, который смело можно назвать завершающим. Мы уже подходим вплотную к тому, чтобы зайти в ЗОС. Видим, что самые сложные титанические работы уже выполнены. Поэтому могу сказать только одно. Спасибо за ваше внимание, поддержку и доверие. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями. Будем вам рассказывать о ходе выполнения работ и вообще всех событий в жизни проекта Соволмаш. Спасибо. До новых встреч.